Большинство зданий на Земле строят там, где людям проще всего жить и работать, рядом с дорогами, портами, городами, но есть места, где все иначе. На скалах, среди вечных снегов, посреди океанов и в пустынях стоят постройки, которые возникли ради науки, безопасности и выживания. Одни спасают корабли, другие изучают Вселенную, третьи хранят семена всех известных культур, а кое-где живут люди в изоляции десятилетиями. Эти здания и поселения объединяет одно – их создали там, куда обычный человек почти никогда не доберется. Церковь Святой Троицы, Антарктида. На антарктическом острове Кинг-Джордж, где стоят несколько международных станций, возвели уникальное культовое сооружение – православную церковь Троицы. Ее построили из сибирской лиственницы и доставили морем уже в виде готового конструктора. Строители собирали церковь прямо на месте при температуре ниже минус 20 градусов Цельсия. Это одна из немногих постоянных деревянных построек в Антарктиде. Высота храма около 15 метров. Внутри иконы, деревянный иконостас и колокол. Здесь проходят регулярные службы, венчания и даже крещение сотрудников полярных станций. Зимой храм стоит среди вечной темноты и снегопадов, но его купол и крест все равно видны с большого расстояния. Научные команды разных стран считают это место символом стойкости людей, готовых сохранять свои традиции даже в самом холодном и изолированном уголке планеты. Маяк на скале Бишоп. Маяк стоит на самом западном клочке британской территории, где заканчивается архипелаг Силли. Официально это самый маленький остров в мире с постройкой. Скала размером с большой дом, удаленная на 70 километров от ближайшего города. В середине 19 века это место стало последней ловушкой для судов, возвращающихся из Америки. Волны разбивали корабли о рифы, поэтому в 1847 году решили возвести маяк. Большую башню установили на железные ноги, чтобы свет был виден издалека, но конструкцию даже не успели ввести в строй. Через 3 года буря снесла все в море, тогда начали все заново. На этот раз из гранита, который доставляли на лодках, выгружали на маленьком выступе и укладывали камень за камнем. Чтобы заложить фундамент, построили кессон, осушили участок ниже уровня моря и только так смогли закрепить основание. Маяк зажег огонь в 1858 году. Позже, чтобы выдерживать самые сильные шторма, башню в 1881 году обложили дополнительным слоем гранита и подняли до 49 метров. Когда доставлять обслуживающих работников по воде стало слишком опасно, в 1976 году на крыше появился вертолетный пост. Маяк полностью автоматизировали в 1992 году. Сегодня это одно из самых изолированных строений, доступ к которому зависит от погодных окон в Атлантике. Алерт, Канада. На острове Элсмир, вблизи Северного Ледовитого океана, находится военная база и метеостанция Алерт. Самая северная постоянно обитаемая точка Земли. Всего 817 километров до Северного полюса. Здесь круглый год живут около 60 человек – военные, метеорологи, специалисты по радиоперехвату. База основана в 1950-х, в годы Холодной войны, как стратегический пункт наблюдения. Зимой температура опускается ниже минус 40 градусов Цельсия, дуют ветры до 160 км в час, а полярная ночь длится почти 5 месяцев. Летом сюда можно добраться только транспортными самолетами, которые садятся на специально подготовленную полосу. Запасы еды, топлива и техники завозят огромными партиями, чтобы хватило на всю зиму. Все здания соединены переходами, чтобы люди могли перемещаться, не выходя на мороз. Сотрудники шутят, что Алерт – место, где никто случайно не окажется. Сюда попадает только по собственной воле, осознанно выбирая жизнь в абсолютной изоляции. Таш-Рабат. В высокогорной долине Нарына, в самом сердце Кыргызстана, стоит древнее каменное сооружение, вокруг которого на десятки километров только травянистые холмы и горные тропы.
Это Таш-Рабат, караван-сарай, который сотни лет служил пристанищем для торговцев Великого Шелкового пути. Ученые считают, что изначально в X веке тут был монастырь. Потом, когда торговля между Китаем и Европой стала массовой, здание перестроили в укрепленный пункт отдыха. Куполообразные своды и толстые каменные стены защищали путников от разбойников и лютых морозов. Всего здесь 31 помещение, склады, места для ночевки, большой центральный зал. Все материалы брали прямо в округе – глину и грубо обработанный камень. Добираться сюда по-прежнему можно только верхом или пешком. Сейчас никто не живет в караван-сарае, но у подножия холмов стоят юрты, где туристам предлагают остановиться после долгого пути. Монастырь Такцан-Клакханг, Бутан. Такцан-Клакханг или гнездо тигрицы построен прямо на отвесной гранитной скале на высоте примерно 3000 метров над долиной Паро. По легенде, здесь медитировал буддийский святой Падмасамбхава, прибывший к пещере верхом на тигрице. Первое здание появилось в 17 веке. Строительство было почти невозможным. Камни и балки поднимали на веревках по узким карнизам. Рабочие жили прямо на площадках, рискуя сорваться с обрыва. Добраться сюда можно только по крутой горной тропе длиной около 6 километров. Часть пути идет по лестницам и мостикам над пропастями. В монастыре несколько храмов, жилые помещения для монахов и пещеры для медитации. Несмотря на удаленность, сюда ежегодно приходят паломники и туристы, готовые преодолеть высоту ради возможности увидеть святилище, буквально висящее над облаками. В 1998 году пожар почти полностью уничтожил комплекс, но его восстановили с максимальной точностью. Сегодня Такцанг остается символом буддийской веры и одним из самых труднодоступных действующих храмов мира. Всемирное семенохранилище. На арктическом архипелаге Шпицберген, всего в 1300 километрах от Северного полюса, в горной толще скрыт один из самых стратегически важных объектов планеты. Это глобальное семенное хранилище Свальбарда. Место, где собраны сотни тысяч образцов семян всех главных культур Земли. Если случится война, глобальный кризис или катастрофа, отсюда можно будет восстановить продовольственные культуры любого региона. Хранилище построили в 2008 году по инициативе правительства Норвегии. Место выбрали не случайно. Холодная вечная мерзлота даже без электроэнергии поддерживает минусовую температуру, а сейсмическая активность минимальна. Здание уходит в гору на 120 метров, а вход находится на высоте более 130 метров над уровнем моря, чтобы даже при таянии ледников семена не затопило. Внутри камеры с температурой около минус 18 градусов, в которых стоят герметичные контейнеры с семенами со всего мира. Снаружи сооружения почти не видно, только металлический фасад с зеркалами и оптоволоконной подсветкой. Этот проект иногда называют хранилищем судного дня, но на самом деле он работает каждый день. Сюда регулярно доставляют новые партии семян, чтобы гарантировать сохранность генетического разнообразия будущим поколениям. Тристан да Кунья, Великобритания. На вулканическом острове посреди Южной Атлантики расположено поселение Эдинбург, 7 морей. Самое удаленное постоянное сообщество людей на планете. До Южной Африки почти 2800 километров. До Южной Америки более 3100. Тристан да Кунья – это британская заморская территория, где живут примерно 250 человек. Большинство из них – потомки первых переселенцев 19 века. Остров окружен скалами и бушующим океаном, поэтому добраться можно только по морю. Несколько раз в год сюда приходят грузовые суда и редкие пассажирские рейсы. Большую часть времени община полностью автономна. Выращивают картофель, разводят скот, ловят рыбу и добывают омаров, которые идут на экспорт. Электричество вырабатывают дизель-генераторы. Есть школа, медпункт и крошечный порт. Если кто-то серьезно заболеет, эвакуация возможна только при хорошей погоде и с согласованием рейса, который может идти до 2 недель.
Тристан да Кунья – пример того, как люди продолжают жить в абсолютной изоляции, сохраняя уклад, который почти не менялся за последние 100 лет. Антарктическая станция Халли-6. На антарктическом шельфе Брюнд, где ледяной покров толщиной 150 метров медленно ползет в океан, находится самая продуманная полярная станция в истории. Это 6-е сооружение под названием Халли. 5 предыдущих баз разрушились из-за экстремальных морозов, нарастающих сугробов и трещин во льду. Чтобы избежать повторения, инженеры разработали мобильные модули на гигантских стальных лыжах и гидравлических опорах. Каждый блок станции можно приподнимать по мере накопления снега и буксировать вглубь материка, если ледник начнет раскалываться. Вся конструкция выстроена строго перпендикулярно господствующим ветрам. С одной стороны накапливаются снежные заносы, а с другой остается чистое пространство для техники и переходов. Строительство станции началось с полной сборки модулей в Южной Африке, где их проверили на герметичность и механическую устойчивость. Потом все доставили морем и на специальных тракторах перетащили на ледяную платформу. Работы велись только летом, когда температура чуть выше минус 30 градусов Цельсия, и заняли 3 сезона. Халли-6 открылась в 2013 году. Летом здесь живут и работают до 52 человек, а зимой остаются 16 полярников, которым предстоит переживать полярную ночь и морозы до минус 60 градусов Цельсия. Станция движется вместе с ледником. Каждый год она на 400 метров ближе к краю шельфа, и через несколько лет ее снова придется перевозить. Проект Химанг, Индия. На севере Индии, в высокогорном районе Ладак, работает проект Химанг, инженерное подразделение, ответственное за строительство и обслуживание дорог и военных позиций на высотах более 5000 метров. Это одни из самых высоких автомобильных трасс в мире, пролегающие через перевалы Хардункла, Танланкла и другие хребты Гималаев. Большая часть маршрутов открыта лишь летом. Зимой температура падает до минус 40 градусов Цельсия. Дороги заметают многометровыми слоями снега. Строители живут в условиях разреженного воздуха, где даже небольшие физические нагрузки вызывают одышку. Бригады постоянно сталкиваются с лавинами, камнепадами и сильными ветрами. Изоляция настолько полная, что материалы и техника завозятся в короткий сезон, а базовые лагеря работают автономно месяцами. Проект Химанг имеет стратегическое значение. Эти дороги обеспечивают снабжение армейских частей и приграничных населенных пунктов. Для Индии строительство здесь стало символом инженерного упорства. Даже на такой высоте и в экстремальном климате поддерживаются постоянные маршруты и военная инфраструктура. Обсерватория Сфинкс. На вершине швейцарских Альп на высоте 3571 метр над уровнем моря стоит обсерватория, которая до сих пор считается самой высокой постоянной исследовательской станцией Европы. Сфинкс возвели в 1937 году после того, как инженеры проложили железную дорогу через горы и построили станцию Юнгфрау-Йох. Благодаря этому материал и оборудование смогли поднимать почти к самому месту строительства. Оставалось преодолеть последние сотни метров по леднику. Комплекс включает исследовательские лаборатории и смотровую площадку, которую часто называют «крышей Европы». Здесь изучают астрономические явления, атмосферные процессы и ледники. Со временем обсерваторию несколько раз модернизировали, устанавливали новые телескопы и приборы, усиливали конструкции, чтобы выдерживать постоянный ураганный ветер. Особенность станции в том, что попасть туда можно через туннель, пробитый сквозь массив горы. Лифт поднимает посетителей прямо под купол с телескопами. Сфинкс стал известным туристическим объектом. Сюда приезжают посмотреть на горные пики и ледники, но самыми первыми и главными гостями остаются ученые, которым высота дает возможность вести наблюдение без помех от городской засветки и атмосферной влаги. Остров Вознесения Королевских ВВС, Великобритания.
В самом центре Атлантического океана, почти на ровном удалении от Африки и Южной Америки, расположена островная база воздушных сил Великобритании на острове Вознесения. Официальное название RAF Ascension Island. Это стратегический авиационный и телекоммуникационный узел, построенный во время Второй мировой войны. Сегодня аэродром используют для транзитных рейсов, военных перевозок и поддержки британских операций на Фолклендах. Постоянно на острове живут несколько сотен человек – военные, гражданский персонал, обслуживающие станции слежения и спутниковую инфраструктуру. До материков несколько тысяч километров. Регулярное снабжение осуществляется грузовыми судами и редкими чартерными рейсами. Вся электроэнергия вырабатывается дизельными генераторами, воду получают из опреснителей. Остров вулканического происхождения почти целиком покрыт застывшей лавой и кратерами. Здесь нет пресных водоемов, нет постоянного местного населения и практически нет растительности, кроме завезенных видов. Жить на базе значит работать в полной изоляции. Любая эвакуация или доставка требует согласования рейсов через несколько стран и долгой подготовки. Отель Эссо. В самом сердце пустыни Атакама, где в год выпадает меньше 1 см осадков, возвели комплекс, который почти не виден с поверхности. Отель Эссо строили не для туристов, а чтобы ученые Европейской Южной обсерватории могли работать месяцами в изоляции. Район знаменит уникальными условиями для астрономии. На высоте 2400 метров почти не бывает облаков, воздух предельно сухой и прозрачный. Чтобы не нарушать облик пустыни, здания разместили в естественном понижении рельефа, оставив видимым только купол внутреннего сада. Вся конструкция из бетона, кирпич и металл оказались бы слишком дорогими и плохо сочетались бы с ландшафтом. Для строительства приходилось подвозить воду танкерами, чтобы замешивать бетон прямо на месте. Даже сегодня от регулярных поставок воды зависит функционирование комплекса. Здание включает 108 жилых комнат, бассейн, сауну, библиотеку и рабочее помещение. Толстые бетонные стены, окрашенные в красный, помогают регулировать температуру. Днем в пустыне может быть плюс 40, ночью температура опускается почти до нуля. Широкая известность пришла после того, как гостиница появилась в фильме про Джеймса Бонда «Квант милосердия». Но в реальности сюда приезжают только астрономы, которые месяцами живут среди абсолютной тишины и звездного неба, одного из самых чистых в мире. Поселение острова Питкэрн, Великобритания. В южной части Тихого океана на тысячи километров вокруг только вода. Стоит остров Питкэрн, последний дом потомков мятежников с легендарного корабля Баунти. Всего около 50 человек живут в единственном поселении Адамстауне. До ближайшего обитаемого берега Таити более 2000 километров. На Питкэрне нет аэропорта, добраться можно только по морю. Причем раз в несколько месяцев сюда подходит грузовое судно, которое привозит еду, медикаменты и почту. На острове работают дизель-генераторы, есть школа, радиостанция, маленький магазин и местное управление. Жители ведут натуральное хозяйство, разводят скот, собирают мед, выращивают фрукты. Остров покрыт густыми тропическими зарослями, а береговая линия – это крутые скалы и рифы, поэтому пристань могут использовать только в спокойную погоду. Здесь нет регулярных врачей, и при серьезной болезни эвакуация может занять недели. Несмотря на полную изоляцию, Питкэрн остается британской территорией с собственным самоуправлением. Это одно из самых труднодоступных и маленьких сообществ на планете, где каждый житель знает историю своей семьи на несколько веков назад. Маяки, базы, храмы и исследовательские станции стоят там, где бушует океан, дуют ветра полюсов, где километры скал и льда отделяют их от цивилизации. А это был Головолом ТВ. Жмякайте там кнопочки и колокольчики. Еще увидимся.